Как выбрать себе ТВ-бокс? Сегодня мы это разберем в этом обзоре. Поехали, ребят. Привет, это Технозон. Очень часто люди задают вопрос, как же выбрать ТВ-бокс? Они спрашивают, что мне купить, как купить, где купить, почем купить, где проверенные продавцы. Ребят, сегодня мы с вами определимся. И мы для этого, наверное, с вами вот проведем это в качестве такой живой беседы и определим параметры и критерии, по которым обычно люди выбирают Smart TV Box. Я предлагаю начать с такого параметра, как процессор. Первое – это процессор. Мы сегодня с вами разберем, какие процессоры существуют, для чего они нужны и какие процессоры что могут. Второе – это платформа Android TV, либо чистый Android. Третье – это возможности, например, наличие автофреймрейта, Dolby Digital Sound, там, либо DTS. И четвертое – это цена. Вот у нас 4 составляющих, и плюс пятая, наверное, у нас будет. А какую мы пятую можем с вами придумать? Ну, блин, давайте надежность или поддержка. Да ладно. Нет, давайте возможности. Вот возможности, действительно, вот что приставка может. В частности, туда будут входить и сетевые модули, и возможность проигрывания какого-либо контента, но не столь суть важно. Мы перед тем, как перейти уже к самому компьютеру, посмотреть на конкретные примеры, обсудить, какие есть приставки, какие есть процессоры, нажимаем, наверное, подписаться, колокольчик, потому что пропустите много всего. А также в описании под видео есть интересные топы приставок, которые рекомендует наш канал. И это абсолютно честный топ, и при этом многие с ним согласны, потому что он действительно классный. Но все по порядку, поехали. Для начала мы идем с вами на AliExpress. Если мы с вами вобьем на AliExpress такую фразу, как ТВ-бокс, то мы получим огромное количество приставок. При этом это абсолютно будут разношерстные приставки на абсолютно разных платформах, с абсолютно разными процессорами, объемом памяти, сетевыми возможностями. И тут сам черт ногу сломит на самом-то деле. Но давайте теперь определяться. По первому параметру давайте мы с вами выделим, какие процессоры есть на рынке, на приставках, на Smart TV боксах. В частности, берем сразу же X2, вот X2 Pro, есть такое, будем его рассматривать. Какого-нибудь представителя, например, Transpeed какой-то непонятный. Еще с вами возьмем еще один представитель, тоже пойдет нам. Я думаю, пока хватит. Большое преимущество приставок на рынке Smart TV боксов выпускаются на процессорах AMLogic. И это достаточно хорошо зарекомендовавшие себя, хотя не без изъянов, мультимедийные процессоры, которые декодируют и H265 кодек, и способны проигрывать YouTube 4К, потому что у них есть VP9, у них есть поддержка ланов 1000 мегабитных, у них есть поддержка автофреймрейт, ну, зачастую у боксов, которые выпускают под этот процессор, есть поддержка автофреймрейта. Плюс есть возможность реализовать какие-либо пробросы звука. Ну, короче, процессор достаточно универсален, и в частности вот X2 Pro на нем выпускается. Есть этот процессор нормальный, то есть приставки на AMLogic это в таком минимальном бюджете это лучшее, что можно сейчас купить. Дальше аргументирую почему. Следующие приставки, вот мы с вами выбрали приставку, на которой гордо написано 6К, но это, честно говоря, абсолютное вранье. Даже если она может декодировать 6К, во-первых, 6К видео как таковой не выпускают. То есть, да, у меня дрон может снимать 5К, например, мой Inspire, он может снимать 5К, но это в RAW формате, ну для чего его использовать на телевизоре, если у меня нет 6К телевизоров, то есть из этого RAW файла потом ужимаются чего-то. Но это бесполезная технология, в частности на приставках, потому что все равно он может выводить только 4К. Так вот, в данных приставках, которые обычно заявлены 6К, обычно это Allwinner H6, либо Allwinner H616, облегченная версия процессора Allwinner H6. Данные приставки, вернее приставки на таких процессорах, они отличаются тем, что они греются, они реально греются. И зачастую люди начинают дорабатывать охлаждение, дорабатывать программное обеспечение, потому что если сравнивать его с приставками на AMLogic, зачастую эти приставки лишены нормальных прошивок. Плюс, если мы посмотрим на графические ускорители, которые стоят в AMLogic процессорах, то на текущий момент самый актуальный процессор это 905X2, 905X3, и это графические ускорители Mali G31 MP2.
то в Allwinner H6 стоят Mali T720 зачастую. В H616 бывает встречается Mali G31, но Allwinner лишен одной главной своей особенности, вернее, одной главной фичи. На нем не реализован автофреймрейт. Были попытки у того же Zidu выпустить на H6, да, там автофреймрейт как-то работает, но это все оказалось эпик фейлом в конечном итоге. Приставка не получила большой популярности. И в конечном итоге на H6 начали выпускать какое-то дешевые приставки. Обычно они стоят до $50, но при этом они греются. Они не обладают автофреймрейтом, да, они поддерживают HDR, у них достаточно яркая картинка, и она зачастую лучше, чем в iMlogic, она более сочная. И те, кто люди видят на одном и том же телевизоре две приставки с одной картинкой, ну, допустим, с одним и тем же контентом, они говорят, что вот эта приставка, она показывает лучше. Хотя по факту, допустим, если смотреть фильм с автофреймрейтом, то на iMlogic, конечно же, будет без дерганий, зачастую на iMlogic. Не все там реализуют автофреймрейт нормально, вернее, не все реализуют root права. Что еще такого на Allwinner? На Allwinner хреновенько работает YouTube 4К 60 FPS. Зачастую он начинает дропить, это трагично. То есть 4К 30 FPS он проиграет, 4К 60 FPS это проблема для Allwinner H6, A616. Мало того, есть еще Allwinner H3, там вообще трагедия. Там даже VP9 нет, то есть 1080p в AVC кодеке в YouTube, это ужасно. То есть мы с вами уже видели два процессора, да? Давайте третий процессор посмотрим. А вот, кстати, Allwinner H313, это вообще нечто такое. Сейчас мы с вами найдем какой-нибудь TV-бокс на ROG-чипах. Да, именно на ROG-чипах. И есть один человек в смежной группе нашего канала, то есть есть смежные группы, с которыми мы общаемся, скажем так, дружба группами. А вот давайте, первую попавшуюся. Он там прям за ROG-чипы топит, не понимаю почему. Это тоже Allwinner, одни Allwinner сейчас. А нужен именно ROG-чип. И вот, есть яркий представитель приставок на ROG-чипах. Вот, пожалуйста, мы видим ROG-чип. Чем процессоры ROG-чип знамениты? Да тем, что ROG-чип имеет преимущество всего лишь в одном. Он способен поддерживать полное 4К, это 4096 на 2180, потому что остальные процессоры поддерживают 3840 на 2160, я там оговорился, ребят, на 2160, а здесь 4096 на 2160. То есть он поддерживает полный 4К. Но на этом всем преимущество заканчивается. Абсолютно заканчивается. Во-первых, ROG-чипы это самые горячие процессоры. Они самые низкопроизводительные. Я не говорю про ROG-чип 3399. При нормальной реализации это был бы нормальный процессор на Cortex A72, на Mali T860, но как-то не задалось у них нормальных приставок. То есть были там попытки какие-то, я делал даже обзоры на то время, когда их выпускал, с учетом того, что есть на рынке, в принципе на них можно было даже поиграть. То есть это были более-менее какие-то варианты, но опять же, без автофреймрейта, без ничего подобного. И люди, конечно же, брали эти приставки из-за дешевизны, они прикручивали туда либо LibreELEC, либо AlexELEC, я не помню, какой-то из элеков работает именно на ROG-чипах, просто, я просто не помню, я давно этим не занимался, именно ROG-чипами, они меня сильно разочаровали, но чем пресловуты эти процессора? Они греются, у них зачастую старые ускорители типа MP, Mali 450 MP, и при этом они зачастую не способны реализовать нормально прошивку. То есть сам по себе производитель ROG-чип не дает нормальных SDK для разработки прошивок. Он дал базовую прошивку и там уже сам накидай туда драйверов своей приставки и будет что-то там работать. Вот так вот это все выглядит. То есть рассчитывать на нормальные прошивки на ROG-чипах не стоит. Единственная нормальная приставка, которую выпускали на ROG-чипах, это была приставка от Yugus, какая-то, по-моему, UB4. Я не помню, просто не помню. Так там даже автофреймрейт работал. В принципе, и все. Это единственная приставка, которую я знаю, более-менее нормально была на ROG-чипах. Во всем остальном ROG-чипы это такой себе самый бюджетный вариант, который необходимо допиливать охлаждение однозначно, и получить там автофреймрейт тоже не поможет. Следующий представитель это приставки на процессорах Realtek. Это очень круто. Очень круто. Почему? Потому что данные приставки, они относятся к high-end сегменту медиаплееров.
Зачастую приставки на таких процессорах выпускают такие производители, как ZIDU, и это действительно крутые приставки. То есть тот же ZIDU, вот мы с вами видим, это те приставки, которые обладают классной картинкой. У Realtek действительно сочная картинка. Плюс данные плеера засовывают самые классные решения по звуку. Например, там есть Dolby Atmos в постру, есть DTS-X, есть даже с усилками выпускают приставки, есть с док-станциями для SATA дисков. То есть там очень много. Realtek, это не каждый может себе позволить выпускать на Realtek, потому что это сложно, нужно допиливать хорошо нормальное программное обеспечение, а это получается далеко не у всех. И плюс плеера, на которых выпускают, которые выпускаются на Realtek, они стоят достаточно дорогих денег. Но Realtek это классная тема, действительно классная. И остается у нас еще приставки на процессора MTK. Да, на таком процессоре есть пару приставок, в частности, это Amazon Fire TV Stick 4K, обзор вы, наверное, видели у нас на канале, и это шикарная приставка, вообще одна из лучших за свои деньги, я считаю, что это вот соотношение цены и качества, это абсолютный топ. Но об этом позже. И плюс есть Nvidia Tegra X1 и X1 Plus. Это уже если брать, допустим, абсолютные топы ТВ-боксов, это Nvidia Shield, и мы все это прекрасно знаем. Ну что ж, дальше следующим критерием мы там с вами выделяли и память, и операционные системы, и платформы. Так вот, давайте теперь дальше. Я пойду немножко не по порядку, поехали. По памяти. Обычно, чтобы вы понимали, топовые плеера, они не содержат каких-то сумасшедших чипов памяти, типа там 4 на 128. Либо, допустим, там тот же Nvidia Shield, у него есть 3 гигабайта на 16. Это Nvidia Shield 2019 Pro. А если брать не Pro версию, там вообще 2 на 8. И многие считают, что это мало в 2019-2020 году, вернее, в каком 2019? В 2020-2021 году. Но на самом деле этого вполне достаточно для полноценного функционирования Smart TV боксов. Минимально необходимый объем, который наш канал считает для функционирования Smart TV боксов, это 2 на 8. Это минимально необходимый объем для полноценного функционирования. Я напомню, тот же самый ZIDU, который вы видите на экране, ZIDU Z9S, он способен проигрывать любой практически контент. Особенно после того, как они в стоковом плеере подправили буфер при проигрывании, то любые торренты по 80 гигабайт онлайн с их сумасшедшими сетевыми модулями, он щелкает только на ура, при этом еще и со звуком крутым. Поэтому, ребят, в данном случае мы не смотрим на память. Для нас главное, чтобы было минимально 2 на 8. Хотя многие говорят, что им нужно именно какие-то сумасшедшие комплектации в размерах там 4 на 128. И когда людям задаешь вопрос, а зачем, вот, например, давайте мы с вами посмотрим, вилка европейского образца, это 4 на 64. Вот, 4 на 64. Зачем вам 4 на 64? Он говорит, а знаете какой ответ? Ответ вообще гениальный. А чтобы мало не было. Чтобы мало не было. Но при этом многие не знают архитектуру Android в своей сути, и при наличии большего количества оперативной памяти, например, приставка 2.4 будет работать по-разному. То есть при наличии большего количества памяти, например, в 4 гигабайта, приставка будет работать, особенно на слабом процессоре, заметно медленнее. А знаете почему? Потому что больше программ находится в фоне в активном состоянии. Когда у вас 2 гигабайта, сама по себе архитектура Android такова, что она выгрузит. Это я говорю сейчас очень простыми словами. Сейчас очень многие программеры будут меня пинать ногами. Но в общем суть, ребят, такая же. Вы же все прекрасно знаете, что она такая и есть. То есть приставка и в 2 гигабайтном варианте, она выгрузит все ненужные приложения, их положит в suspend, грубо говоря, их усыпит, и они не будут отжирать основные ресурсы процессора. То есть меньше программ будет работать в фоне, чем у приставки на 4 гигабайта. Это факт. Вот почему, когда мы выпускали Battle, Yugus AM6 на 2 на 16 и Yugus AM6 Pro 4 на 32, то Yugus AM6 2 на 16 показал производительность выше. И это факт. То же самое, если взять X2 Cube и X2 Pro, то X2 Cube производительность будет выше. А вот что здесь важно? Здесь важна скорость внутреннего копирования памяти, вернее, скорость копирования внутренней памяти. И это определяется CBTT-тестом.
То есть мы делаем в обзоре CBDT-тест, зачастую, вот мы последние уже там обзоров 20-30, мы делаем именно через CBDT-тест. Допустим, в том же Yugus AM6 стоит 2 на 16 стоит память Samsung. И она работает значительно быстрее, чем, допустим, та же самая приставка какая-нибудь на iMlogic S922X процессоре. 4 на 64. Вот она будет действительно работать быстрее. Теперь по поводу вот этого вот хранилища, объема хранилища. 64, 128. Да, 128 справедливо, если вы хотите записать туда каких-то пару сериалов маленьких, при этом в ужасном качестве, и посмотреть где-то на даче. Это единственное, для чего я вижу, для чего ее можно использовать. Для игр вы это использовать не сможете, потому что обычно таким количеством памяти снабжаются достаточно слабые приставки. Да, если брать Yugus AM6 Pro, там 32 гигабайта памяти, вы туда можете поставить Android TV игры, поиграть. Ну вообще-то Smart TV Box не особо-то для игр. Не считая Nvidia Shield, ну и то там стоит 16 гигабайт, и все в основном играют онлайн в GeForce Now игры. А приложений, которые необходимы для фильмов, наберется максимум гигабайта на 2. Да, действительно, у меня, допустим, стоит у мамы, у ребенка Xiaomi Mi Box, и там напичкано приложений, у них еще есть свободное место. И это правда. Поэтому насчет памяти мы понимаем, что минимально необходимая 2 на 8, оптимальная это 2,16, хорошо. Я не скажу, что это лучше, чем 2 на 16. Я вот считаю, что 2 на 16 это вообще оптимально. 4 на 32 нормально, 4,64, 4,128 я считаю пустой трата денег, хотя решать вам абсолютно, это сугубо ваш выбор. Мы потихонечку сейчас подойдем к тому, какие именно приставки выбрать и как их выбрать. То есть мы с вами определились, какой мы процессор хотим. Я бы выбирал бы между M-Logic, Realtek, я бы не рассматривал Rockchip и Allwinner. Ну, само собой, я бы рассматривал бы MTK и, допустим, Nvidia Shield. Да? Ну, дальше мы уже по ценам будем смотреть. К тому же у нас требования Android TV или чистый Android. У меня было прекрасное видео, это в чем разница Android TV и чистого Android. Советую его посмотреть, там есть ответы на все вопросы, это однозначно. Вы сразу поймете, что такое Android TV, что такое чистый Android. Но все больше и больше людей, покупая приставку на M-Logic, пытаются перепрошить приставку на Android TV, потому что это удобно при использовании пультов. Однозначно. И вот здесь у нас ставится следующий вопрос: поддержка приставки. Как же выбрать приставку с максимально хорошей поддержкой? Для этого существует сайт 4PDA, мы все прекрасно его знаем, где вы можете посмотреть прошивки. То есть вы идете на форум, вбиваете ваш TV-бокс, например, вот у кого-то X96 Mini, ну, например. Он зашел, нашел свою приставку, посмотрел полезное, посмотрел, есть ли прошивки, посмотрел какие-то проблемы, которые там решаются, обсуждаются, и ты уже понимаешь, что да, я выбрал приставку чуть дешевле, но я готов с этими проблемами мириться. Например, тот же самый Wonder X3, мне там заявляли, что у них там проблемы с Wi-Fi 2.4, у меня, например, с моей Tenda EC10 такой проблемы нет. Но мы заходим на Wonder X3, идем в полезное и читаем, как его вскрывать, что здесь необходимо делать. Вот не работает Wi-Fi, там расскажут вам, что просто-напросто необходимо переклеить, переклеить антенну. Это те, у кого это действительно сталкивается. И в конечном итоге мы получаем хорошую приставку за дешевые деньги. Но к этому мы еще вернемся. И вот мы с вами определились. Мы хотим с вами приставку, допустим, до $50. Мы хотим там iMlogic процессор, хотим автофреймрейт, чтобы была прошивка Android TV. То есть мы с вами уже поняли, мы выбираем, какую для себя хотим. То есть зачастую все в конечном итоге приходят к Android TV. И что дальше? А дальше нас мучает цена. Цена и проверенные продавцы и сетевые модули. Сетевые модули зачастую, давайте мы по порядку, сетевые модули, которые зачастую стоят в приставках, в дешевых приставках, хреновые. Только некоторые могут себе позволить покупать, ставить в сетевые модули 1000 мегабитный LAN. И таких приставок мало. Плюс хороший вот этот вот Wi-Fi 5 ГГц. Очень часто приставки заявляются, что там есть 5 ГГц, и при этом он работает не больше 40 мегабит в секунду. Это трагедия. Это реально трагедия, потому что зачем нам 5 ГГц, который работает как 2,4. И в конечном итоге, что у нас? Мы выбрали с вами процессор, мы выбрали с вами
допустим, объем памяти, выбрали с вами сетевые модули, мы понимаем, что он должен быть хороший 5 ГГц и как минимум 1000 мегабит LAN, либо 100 мегабит, если вы там, допустим, хотя знаете для чего 1000? Если организовывать домашний сервер и скачивать торренты на домашний сервер, то 1000 мегабитный LAN нужен для того, чтобы смотреть потом тяжелые торренты по сети, и это важно. То есть это важно. Плюс нам нужно наличие USB 3, забыл про него сказать. И потом уже пошла цена и продавцы. Так вот, как же выбрать на самом деле себе эту самую приставку? Ну, во-первых, где выбирают наши друзья. Есть такой канал AliExpress портал, это наш канал, и там, кстати, не только вот эти все топы приставок. Почему я подвожу к топам? Потому что мы отсеиваем, ладно, сейчас, подождите, давайте так, есть AliExpress портал, ссылка на который будет лежать в описании под видео. Вы переходите, подписываетесь, и там систематически публикуются топ-5 классных приставок по сезонам. Я вам объясню, что это такое. Смотрите, у нас есть с вами видео. Например, ох, у меня здесь и рожа такая. Давайте чуть словим что-нибудь более-менее нормально. Ну да ладно, неважно. Верните меня, верните. Вот, более-менее. Смотрите, у нас на канале раз в 2-3 месяца выходит 3 видео. Даже 4, даже 5. Абсолютный топ 5. Допустим, зимы, весны, лета, осени. Это топ ТВ-боксов, которые мы лично тестируем и отбираем. Почему топ-5? Потому что зачастую за сезон мы тестируем десяток-полтора ТВ-боксов различных, которые выходят на рынок. Мы проверяем прошивки. Допустим, почему меняются топы? Допустим, вылазит какой-то ТВ-бокс в топ, да потому что на него выпустили новую прошивку, мы поняли, что он заработал совсем по-другому. Мы его потестировали, все хорошо. И как формируются топы? У нас есть топ-5 до $50. Вот, например, топ-5 до $50 весны 2020 года. Здесь у нас есть и обзоры на эти топ-5. Кстати, ссылки лежат на эти топы в описании под видео. И здесь есть, они распределены по местам. И мы понимаем, что в зависимости от бюджета, давайте первый бюджет до $50, мы пришли, посмотрели топ-5 ТВ-боксов. Мы хотим, чтобы там был 1000 мегабитный LAN. Мы поняли, что X96, мы посмотрели обзор, там нет LAN-порта, но это стик. Мы посмотрели X96 Max Plus, тоже сделали свои выводы. H96 Max X3, да, посмотрели, но вроде как дороговато. И тут мы находим Tanix TX9S за $25 на 8-ядерном AMLogic S912 со звуком Dolby Digital плюс DTS и плюс 1000 мегабитный LAN, но правда без 5 ГГц. Мы понимаем, что мы купим, подсоединим шнурочек и будем смотреть торренты онлайн. И мы переходим по ссылочке. А почему по ссылочке? Потому что эти все продавцы проверенные. Мы их проверяем, мы у них закупаем. Не то, что мы там получаем образцы, мы давным-давно от этого отказались. Мы берем по рейтингу. Видите, у нас здесь показывается рейтинг, когда он на площадке, сколько отзывов. Всех этих продавцов мы проверяем. Да, бывают ссылки, меняет сам AliExpress, вернее на AliExpress происходят какие-то там чудеса, например, пропадает товар, меняется карточка товара, либо подменяют товар, и нам обычно об этом люди пишут в комментах, и мы сразу же эти ссылки перепроверяем. Ссылки у нас проверяются раз в 2 недели. Раз в 2 недели проходит цикл проверки всех ссылок, и мы держим ссылки актуальные. То есть, зайдя в топ-5, вы можете найти, вот смотрите в чем фишка. Вы можете найти приставку, вот, например, из China доставка 2584. Ну, тут вы где-то нашли $24, а там будет ситуация с рейтингом низким, и вы потратите деньги, потом будете долго возвращать. Мы выкладываем проверенные приставки. Вот в чем вопрос. То есть мы выкладываем проверенных продавцов. И вы себе из этого топ-5 выбрали топ. То есть вы посмотрели по процессорам. Здесь есть, кстати, МТК на Amazon Fire Stick. Есть другой в стике. Но есть у нас еще и топ от 50 до $100. Сюда обычно входят приставки, которые имеют 1000 мегабитный LAN, плюс, ну, допустим, Mikulka M9 Pro, который здесь вот есть, он не имеет 1000 мегабитного LAN, но там есть сертифицированный Android TV, плюс есть прошивка, которая позволяет получить сертифицированный Android TV с root правами и плюс еще и автофреймрейт. Есть Belin GT1 Mini 2, который уже раскупили, был бестселлером, и Mi Box 3, например. Да, вот Mi Box 3. У всех этих приставок есть проброс 5.1 звука, у всех этих приставок есть автофреймрейт, и вы уже
уже из этих приставок выбираете. Например, вы говорите, мне нужен 1000 мегабитный LAN. Тогда вы пересмотрели обзоры, которые здесь есть ссылочки, поняли, да, 1000 мегабитный LAN это классно, посмотрели тротлинг-тесты, посмотрели цену, перешли, поняли, что это у нас проверенный продавец. Вот опять Smart View, вот допустим, да, это проверенный продавец. И говорите, да, хорошо, отлично. И вот таким вот образом мы выбираем. Есть у нас еще и третий топ. Это дороже $100, это абсолютный топ. И здесь, конечно же, на первом месте Nvidia Shield TV Pro 2019 года. И он покупается только через посредников, ничего сложного нет, ссылки на посредников мы даем. 2017 года Yugus AM6 Plus, Zidu Z9S, Belink GT King Pro. Но для себя вы должны понимать, что вот приставок очень много, и мы обзоры на эти приставки делаем. Сейчас зайду на мой канал и посмотрите, сколько там приставок есть. Если мы выберем видео, то мы понимаем, что здесь есть и транспиды, и нексты. Тут мы выкладывали очень много приставок различных, и даже мы расстреливали многие приставки. И люди думают, блин, как в этом всем не потеряться? Ребят, смотрите наши топы, следите за топ-5 по сезонам. При этом, если у вас нет времени смотреть эти все видео, то все эти топ-5 мы дублируем обязательно на канале AliExpress портал в Телеграме, плюс здесь же в Телеграме есть проверенные товары, которые тестируют, вернее, которые проверяет наш канал, проверяет он их по рейтингу, по отзывам, по различным факторам и по тому, как магазин имеет какой рейтинг, ну, грубо говоря, в самом AliExpress портале у нас там есть определенная админка, где мы видим количество проданного товара, количество недовольных продавцов, все это мы пересматриваем. То есть подписываемся на AliExpress портал, где это будет, и мы должны с вами понимать, что приставок много. Вот, например, H96 Mini H8. Вот говно приставка. Приставок много, а выбираем мы единицы. Поэтому как выбрать товар? Мы просто идем и смотрим топ-5. Мы понимаем, какие процессоры есть. В топ-5 у нас не попадает ни Rockchip, ни Allwinner H6, ни Allwinner H3, и это закономерность. Я вам уже рассказал, какие минуса есть у этих процессоров. Когда говорить о том, что проплаченные топ-5 не нужно, потому что на самом деле мы очень много всего тестируем. Например, TV Box Minix Neo U22XJ на Amlogic S922XJ процессоре, якобы с Dolby Vision, он, например, не попал у нас в топ-5. Но теперь смотрите ситуацию. Если они выпускают новую прошивку, и там есть автофреймрейт, они делают фикс производительности, плюс делают различные свои фичи, то он однозначно войдет в топ-5, и мы это покажем в топе летнем. Поэтому вы должны для себя понимать, что подписавшись на канал Технозон, нажав подписаться колокольчик и следя за группой AliExpress портал, вы поймете, какой ТВ-бокс купить. При этом, возможно, вы захотите посмотреть другие ТВ-боксы, вы смотрите и выбираете для себя. Мы максимально работаем для вас, мы выбираем для вас максимально эти топы ТВ-боксов, для того, чтобы вы меньше всего, скажем так, сталкивались с проблемами этих ТВ-боксов. Ну, если вам нравится то, что мы для вас делаем, данное видео в частности было информативное, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Бабл, и вот такая вот интересная информация на канале Технозон. Пока, ребят.